1981 году завод КТМ представил свою новую модель для открытого класса с объемом двигателя 495 кубических сантиметров, которая сразу же завоевала звание самого быстрого мотоцикла в классе. Этот легендарный статус модель получила главным образом за счет своего мощного двигателя, у которого не было мощностного клапана на выпуске, как у многих конкурентов, а очень длинный впускной коллектор и небольшой объем выхлопа способствовали хорошей выходной мощности при высоких оборотах. Благодаря этому двигатель мог перегреваться, но он не терял при этом мощности. Журнал Dirt Bike протестировал КТМ MX495 на сухом озере Эль-Мираж, где максимальная скорость составила 123 мили в час, что около 200 км в час. Большой MX495 был не из легких. Вес его составлял 109 кг, что на 6 кг превышало вес самого легкого мотоцикла в классе. Силовая установка выдавала около 50 лошадиных сил, что тоже не было рекордом среди конкурентов. За питание отвечал 40-мм карбюратор Bing. Также двигатель имел две свечи зажигания, чтобы при таком большом объеме получить более полное сгорание смеси. КТМ MX495 оснащался передней 38-мм вилкой Marzocchi и двумя задними амортизаторами фирмы Öhlins или VP, за исключением американской версии, которая была оснащена воздушными амортизаторами Fox. Одним из ее минусов был очень неудачный дизайн заднего крыла, которое портило внешний вид мотоцикла. В 1982 году происходит обновление модели, и КТМ MX495 получает прозвище «Белый кошмар». Модель уже оснащалась моноподвеской Pro Lever. Двигатель получил новый впускной лепестковый клапан. Мощность возросла до 56 лошадиных сил при 6500 оборотов в минуту, который уже было тяжело контролировать. А благодаря относительно короткому ходу поршня мотор быстро раскручивался и имел взрывной характер. В 1982 году не было никакой машины мощнее, чем могучий КТМ MX495. При стандартной пятиступенчатой коробке передач мотоцикл легко достигал максимальной скорости в 200 км в час, которую невозможно было развить на кроссовой трассе. С подачей газа двигатель буквально взрывался и получал чумовое ускорение. На старте он был просто вне конкуренции, и соперникам оставалось только глотать пыль. Тест-пилоты журнала Dirt Bike были поражены его мощностью и скоростью. Это был настоящий крепкий орешек, даже для самых талантливых и профессиональных гонщиков. В 1982 году КТМ 495 был самым продаваемым мотоциклом открытого класса. Мотоцикл имел существенные недостатки, он был очень высок, и совершить разворот на месте было практически невозможно. В поворотах требовалось достаточно места, чтобы пройти его на хорошей скорости из-за длинной базы. Также многие жаловались на очень тугое сцепление. В 1983 году КТМ MX495 вновь получает обновление. Переднюю 44-мм вилку Marzocchi, наконец-то дисковый передний тормоз от Brembo. Двигатель был переработан и получил более низкую степень сжатия, а цилиндр теперь имел одну свечу. Поршень получил два кольца.
Впускные каналы были изменены и был немного увеличен объем выхлопа. Это сократило пиковую мощность, но увеличило крутящий момент. Большинству гонщиков эти новшества не понравились, и они ставили детали от прошлогоднего мотора. В 1984 году выходит последняя модель KTM MX495. Кроме внешнего вида, мотоцикл получил новую переднюю вилку VP, новый маятник и зажигание. Передний дисковый тормоз исчез, и ему на замену вновь пришел барабанный тормоз. Двигатель был переработан, и мощность снова увеличилась на 5 лошадиных сил. Однако подача мощности не шла ни в какое сравнение с прошлыми моделями и была очень плавной. Как отмечали райдеры, на мотоцикле благодаря изменениям стало очень легко ездить. В 1985 году KTM 495 был снят с производства, и ему на смену завод выпустил свою новую модель MX500. Она получила легкий двигатель с водяным охлаждением и некосиловым покрытием цилиндров, который выдавал невероятную мощность 62 лошадиные силы и около 80 Нм крутящего момента.